Здравствуйте. Это мое второе видео по банкнотам Беларуси. Показываю свой альбом. Разделил его на три части, на три, скажем так, небольших ролика. Вторая часть — это 2000 год, миллениум и так далее. Показываю то, делаю акцент на то, как это оформлено у меня в альбоме. Надеюсь, это кому-то может быть интересно. Переход на новые банкноты — это брошюра банка Республики Беларусь, конверт от Миллениума, потому что здесь Миллениум выходил сразу же, да. А такая серия в конверте банкнот с одинаковым с номером, по-моему, 3000 экземпляров. 2500 экземпляров был тираж выпуска. Написано серийные номера с 1 по 2500. Итак, в начале маленькие номиналы, это обиходные банкноты, это вот Миллениум, видите, все, у меня номер 1415, номер моего набора. Что здесь можно еще обратить внимание, это вот десятку тоже положил, тоже обсуждали разновидность, не разновидность, я недорого, несложно положил себе. Наверное, это тоже надо считать браком, я это считаю браком. Потому что здесь в нумераторе используется буква И кириллическая, из кириллицы, которой нет в алфавите белорусском. То есть печаталось, понятно, на госзнаке и использовали вот для этой серии БИ, такую, ну, скажем так, в кавычках, русскую букву И. Вот. Кто-то выделяет как разновидность, кто-то как брак. Вот у меня вот так вот и лежит, а в остальном вот они. На маленьких номиналах Миллениума, отпечатки Миллениум не было, вот на этих первых. Дальше что у нас идет? Это двадцатки, 20 рублей. Первая это памятная банкнота, посвященная десятилетию Национального банка Республики Беларусь, с надпечатками. Двадцатка, их тоже выделяют некоторые собиратели по серии. Я просто положил один вариант полностью, он тут у меня в буклете лежит. И здесь 4 варианта банкноты с разным направлением водяного знака. Разные направления водяного знака. Ой, извините, не водяного знака, а защитной полосы. Другая защитная полоса и Миллениум. Здесь я думал, конечно, как размещать Миллениум, класть его целиком отдельно, потом посчитал, что пусть будет вот каждый номинал к своему номиналу лежит, чтобы лежал. Вот. Дальше побыстрее полистай, потому что, наверное, не очень интересно. Та же самая история, 50 рублей, два направления защитной полосы, второй вариант защитной полосы снизу вверх. Потом исправление орфографии, 50-50, да, по-другому написано, и Миллениум. Заполнить пространство, положил такой красивый блок, мне очень понравился, уже с текущими символами страны, герб, флаг и гимн. Ну, к банкнотам прямого отношения не имеет, но опять же там в первой серии клал я первый вариант государственных символов марки, здесь вот этот блок положил. Дальше 100 рублей, такая же история, два варианта защитной направления полосы, второй вариант защитной полосы и без полосы. Следующий выпуск, я по годам не буду говорить, очень долго, все в каталогах, естественно, есть, я больше показываю, как у меня это выглядит. 500 рублей, аналогичная история, ну здесь уже было в более крупном номинале, здесь ныряющая полоса была использована, металлизированная, металлическая. Ну, здесь можно заполнить. Вот у меня была идея, повторюсь, какую-то табличку распечатывать с вариантами там, по годам. По годам, по сериям я не собираю, только разновидности именно с точки зрения самой банкноты. Дальше у нас 1000 рублей. Аналогичная история, как и по предыдущим номиналам. Единственный момент, здесь у меня добавлена одна банкнота. Сейчас покажу, расскажу. Это вот эта. Она у меня, ну, как вот поздний выпуск. Металлическая полоса защитная. Но здесь вот была интересная история. Ее, по-моему, никто практически не выкладывал, не выделял как отдельную разновидность. Но на форумах обсуждалось, что если мы посмотрим с вами обычную банкноту, вот подложечная сетка, вот этот вот рисунок голубой, он идет единым таким ковром.
Ну, допустим, на Миллениуме тоже очень хорошо видно. А вот здесь вот получилась такая ситуация, что полосы сдвинуты вплоть до пробелов. Видите, такая интересная история. Я не знаю, выделяли ли их по сериям как-то или нет, считать это браком или разновидностью, я не знаю, но очевидная разновидность, вот если сравнивать защитную, то есть подложечный рисунок здесь, сетку вот, и здесь, она разная, она отличается. Здесь прям полосы явно выделены с пробелами, поэтому положил себе такой вариант. Дальше что у нас? Дальше самая интересная история, конечно, это вот 5000 рублей первого выпуска. Одна из самых редких белорусских банкнот. Там 5 миллионов, конечно, сейчас на текущий момент редкие достаточно. Но одна из самых редких той позиции, которую я тоже считаю, что вот у меня нет, и которая нужна, это второй вариант направления защитной полосы. Первый выпуск 2000 года, банкнота 5000 рублей, было 4 серии АА, АБ, АВ и АГ редчайшая, которую потом нашли там за какие-то безумные деньги, продавали. Вот у меня АА первой серии, она есть. По-моему, здесь у меня снизу вверх, как и должна быть защитная полоса, вот сверху вниз. К сожалению, не нашел пока. Ну, в нормальном состоянии, в коллекционном. Понятное дело, что неинтересны другие состояния. Дальше у нас 10 тысяч. Здесь комментировать особо нечего. Два варианта и Миллениум. 20 тысяч примерно то же самое, только у нас Миллениум она уже не входила. Здесь у нас была памятная банкнота, посвященная 20-летию. 20-летию Национального банка, национальной валюты. Соответственно, это у нас обложки и конверт и брошюрка, и, собственно, вот банкнота сама. Дальше Мирский замок. Мирский замок и 50 тысяч рублей. Такой тоже, ну, здесь две позиции тяжелые, такие на текущий момент, по крайней мере. Раньше было попроще, сейчас это 50 тысяч без полосы, да, обиходная банкнота. И, собственно, Мирский замок, она отличается серией АА, всего 1100 экземпляров. Почему-то я считал, что 1000 экземпляров. 1100 экземпляров этой банкноты. И у меня номер 963. Вот 50 тысяч рублей. Ну, средняя это с металлической полосой, это простая позиция. И в завершении этой части альбома это самые высокие номиналы, которые выходили. На самом деле мне очень нравится. Да, вот. Замок с крестами, замок с орлами известной истории, 200 тысяч рублей. Единственный вариант, такие уже с такими хорошими красивыми степенями защиты банкноты, с подписями. Очень классные. И здесь у меня разбавляет банкноты чуть-чуть этих брошюры посвященные. Не буду доставать, наверное, брошюры посвященные. Обычные банковские брошюры с описанием защитных элементов. Для 100 тысяч и для 200 тысяч рублей. Причем для 200 тысяч рублей она в хорошем состоянии, а на 100 тысяч рублей я очень с большим трудом нашел, но чуть-чуть такое, не в идеальном состоянии. Вот, на этом мы закончим вторую часть моего рассказа про мой альбом о банкнотах Беларуси. Спасибо за внимание. Увидимся.